Всем привет! Сегодня приготовим торт без выпечки. Очень вкусный, яркий и легкий в приготовлении. Такой торт точно понравится всем. 25 грамм желатина насыпаем в мисочку. Сюда же наливаем 100 мл воды комнатной температуры. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. 300 грамм клубники моем и нарезаем небольшими кусочками. Берем 2 банана и чистим от кожуры. Бананы нарезаем кружочками. На бананы выдавливаем лимонный сок и все перемешиваем. Лимонный сок не даст бананам потемнеть. В миску насыпаем 350 грамм творога. Я использую творог жирностью 9%. Наливаем 400 мл сметаны. У меня сметана 15%, но также можно использовать 20%. Насыпаем 150 грамм сахара. И сюда же добавляем 10 грамм ванильной пудры или ванильного сахара. Все взбиваем погруженным блендером до однородной гладкой массы. Желатин уже набух. Нагреваем его в микроволновке по 15 секунд в 2-3 подхода, примерно до 50 градусов. После каждого раза перемешиваем. В растопленный желатин наливаем 2 столовых ложки творожной массы. Все перемешиваем. Получившуюся желатиновую массу постепенно вливаем в подготовленную сметану с творогом. Таким методом мы убираем большую разницу температур, и желатин не пойдет комками в холодной сметане. Сюда же добавляем нарезанную клубнику и бананы. Все хорошо перемешиваем. Берем разъемную форму для выпечки и по бокам формы ставим ацетатную пленку. Диаметр моей формы 16 см. Всю массу выливаем в подготовленную форму. Форма должна плотно закрываться и не протекать. Если вы не уверены в своей форме, то лучше дно и бока снаружи обмотать пищевой пленкой. Равномерно распределяем фрукты по форме с помощью силиконовой лопатки. Торт накрываем пищевой пленкой. Ставим в холодильник застывать на 3-4 часа. Я поставила на ночь. Застывший торт вынимаем из формы. Переставляем на блюдо. И убираем ацетатную пленку. Берем примерно 30 грамм белого шоколада и нарезаем его кусочками. Я взяла шоколад с орешками. Сверху торт посыпаем кусочками шоколада. Торт готов, можно подавать на стол. Торт без выпечки получился очень вкусным и нежным. Клубника и банан прекрасно сочетаются с творогом и сметаной. Такой торт отлично подходит для летних жарких дней. Приготовление максимально простое и быстрое. Следующим приготовим кокосовый торт без выпечки и без желатина. Приготовление очень простое и не вызывает никаких трудностей. Торт получается вкусным и необычным, выглядит красиво и аппетитно. Готовится быстро, главное дождаться, пока застынет. В кастрюлю насыпаем 1 стакан манки, это 180 грамм. Также насыпаем 150 грамм сахара и 50 грамм кокосовой стружки. Сюда же наливаем 1 литр молока. Все перемешиваем венчиком до однородности. Молоко должно быть холодное или комнатной температуры. Кастрюлю ставим на огонь. Все варим на среднем огне. Обязательно постоянно перемешиваем, чтобы не образовались комочки. Когда масса загустеет и закипит, варим еще 1 минуту и снимаем с огня.
Форму, в которой будем готовить торт, нужно перед заливкой намочить. Наливаем в нее воду, ополаскиваем и сливаем. В подготовленную форму выливаем заварную смесь. Выливать ее нужно сразу же, пока она еще более-менее жидкая. По мере остывания она будет густеть. Равномерно распределяем ее по форме. Объем моей формы 2 литра. В горячую заварную массу вставляем печенье. Я использую шоколадное песочное печенье, но также можно взять и белое. Всего понадобится 200 грамм печенья. Торту даем остыть при комнатной температуре, а затем накрываем крышкой или пищевой пленкой и ставим в холодильник застывать примерно на 3-4 часа. Торт застыл, достаем его из холодильника. На форму кладем блюдо и переворачиваем торт. Готовим шоколадную глазурь для торта. В сотейник насыпаем 4 столовых ложки сахара и 3 столовых ложки какао. Все перемешиваем в сухом виде, чтобы потом не было комочков. Сюда же наливаем 100 мл молока. Опять перемешиваем. Все ставим на огонь. Постоянно перемешивая, доводим смесь до кипения и снимаем с огня. Глазури даем остыть при комнатной температуре примерно до 40-50 градусов. Периодически ее перемешиваем, чтобы не образовалась корочка сверху. К остывшей глазури добавляем 100 грамм сливочного масла. Опять перемешиваем. В горячую глазурь не стоит добавлять масло, так как будете дольше ждать, пока она застынет. Приготовленной глазурью поливаем торт сверху. Торт готов, можно подавать на стол. Торт без выпечки получился очень нежным и вкусным. Готовится просто из самых обычных продуктов. Если вам понравились такие торты без выпечки, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.